Если бы Лебовский выбирал себе пылесос, он брал бы робота с лидаром, потому что это чертовски умный аппарат, на которого можно повесить уборку в доме и расслабиться. При этом не нужно переплачивать за всякие бесполезные фичи типа камеры в бампере. Просто надежно и комфортно. Но потребности и возможности у всех разные, поэтому для рейтинга я отобрал модели в широком диапазоне. От 17 до 70 тысяч. После фирменной заставки коротко расскажу о каждой из них. Vacuum Cleaner S10. Пылесос с классическим дизайном. Сзади лидар, впереди окошко инфракрасного сенсора. Снизу фиксированный раструб. Он не прилегает к полу, поэтому как бы робот не тужился своими 4000 паскалей, даже с 4-миллиметровой щелью справиться не может и оставляет на ламинате ровный слой песка. При этом мелкий мусор заметает хорошо, не оставляет волос на ковролине. Правда, все они наматываются на турбощетку, а распутывать ее проблематично из-за несъемных торцов. Но это мелочи. Навигация аккуратная, с обходом ножек и даже с настройками для каждой комнаты. Vacuum Cleaner S10 подойдет для квартир площадью до 50 квадратов с линолеумом или тонкими коврами, без животных. 20 тысяч для этого пылесоса многовато, поэтому, на мой взгляд, предпочтительнее китайская версия, называется Mijia 3C и стоит процентов на 30 дешевле. В отличие от Vacuum Cleaner, у Dreamy F9 Pro плавающий рабочий блок. Он подстраивается под рельеф пола, а шторки концентрируют воздушный поток под турбощеткой. Цифры на коробке скромнее, всего 2500 паскалей. Но по факту F9 Pro спокойно чистит щели глубиной до 8 мм. Может привести в порядок ковер, который вы уже собирались выкинуть. 20 штук, Уолтер, и ковер останется у меня. Турбощетка наматывает волосы, как и в случае с S10. Но, во-первых, она разбирается с двух сторон, а во-вторых, в раструбе зубчики самоочистки. Не сказать, что они идеально срезают намотавшиеся волосы, но лучше, чем ничего. Лидаром робот пользуется мастерски, даже притормаживает перед ножками мебели. Dreamy F9 Pro будет максимально полезен в домах до 70 квадратов с лохматой собакой и тонкими коврами. На 7-м месте представитель старой гвардии D-Bot N8 Plus. Помимо правильного рабочего блока, такого же как у Dreamy, у D-Bot 2 боковые щетки. В 2024 году производители в унисон вам скажут, что вторая щетка не нужна, и пылесос без нее даже лучше справляется. Хорошо, мы и поверили. Но вообще-то со второй щеткой охват рабочей зоны возрастает на 25%, а моторчики колес изнашиваются равномерно, что увеличивает срок службы пылесоса. Еще одно достоинство – тройная фильтрация. Сетка и прокладка продлевают срок службы HEPA-фильтра. Менять его придется не так часто. D-Bot N8 Plus – достаточно мощный робот и собирает мусор любого типа, включая палочки, семена и прочую мелочевку, которую собака может притащить с улицы. А в конце рабочего цикла робот это все выгружает в мешок на док-станции. Выгрузка хоть и старого типа через днище, но качественная. Подходящая локация – квартира до 50 квадратных метров с ковролином и пушистым питомцем. Еще один вариант с самоочисткой. Xiaomi Robot Vacuum X10. Рабочий блок плавает и со шторками. Все как полагается. Внутри все та же турбощетка, которая слизывает шерсть ковров и наматывает на себя. Но для гладкого пола на ее место можно поставить валик Dreamy или даже щетку с лезвиями, о которой я писал в телеграм-канале. Навигация адекватна, обметает ножки мебели, хотя и не притормаживает перед ними. По очереди проходит каждую комнату, а в приложении можно настраивать особые параметры для кухни, спальни, коридора. У робота премиальная батарея 5200 мАч, поэтому он справится с сухой уборкой в большой квартире. Питомцы допускаются, но желательно, чтобы это была кошка, а не собака. Влажная уборка посредственная. Швабра с вырезами под люки выгрузки способна на профилактическую протирку, не более. То ли дело Midea S8 Plus. В комплект поставки входит вибромодуль с подвижными половинками швабры. Скорость уборки не самая высокая, зато оттирает следы обуви в пристенной зоне. Трехступенчатая фильтрация и 2 торцевые щетки, прямо как у D-Bot N8. Топовый аккумулятор, как у Robot Vacuum X10. Настройки для каждой комнаты и качественная выгрузка мусора. Midea S8 Plus сочетает достоинства других пылесосов, но все-таки добавляет к ним несколько недостатков. Щетинистую турбощетку нужно постоянно чистить от волос. На карте исчезают участки комнат, а вибрация модуля может приводить к отключению питания. По всей видимости, производитель осознал, что у робота есть проблемы и снизил ценник до смешных 23 тысяч со станцией самоочистки. За эти деньги просто отличный вариант для квартир с гладким полом до 80 квадратов. Питомцы допускаются, но чем больше шерсти, тем больше возни с турбощеткой. Это важно учитывать. Чуть выше забрался Roborock Q7 Max Plus. Часто герой подборок в телеграм-канале Best Robot, на который рекомендую подписаться.
Не только потому, что там масса полезной информации, включая подборки и детальное сравнение, жирные промокоды, результаты тестов, обновления рейтингов, но и возможность получить робота совершенно бесплатно. Для участия в ежемесячном розыгрыше нужно подписаться и нажать кнопку «Участвовать». Ссылка на телеграм-канал в описании под роликом. Чем же так хорош Q7 Max Plus? У него фирменный рабочий блок 7 серии, который максимально точно подстраивается под кривизну пола. Раструб плотно прилегает к полу, и под валиком создается адское разрежение воздуха, которое затягивает в пылесборник любые соринки, а затем пылесос выгружает весь этот мусор в станцию. Сборка максимально качественная, навигация правильная, с мягким обходом ножек и крупных предметов. Влажная уборка стандартная. Протереть пыль, освежить воздух. Роборок Q7 Max Plus станет вашим лучшим другом в квартире площадью до 100 квадратов с сильно загрязненным полом. Робот хорошо подбирает песок и даже вытягивает его из тонкого ковра, на что не способно большинство аналогов. Dreamy L10 Prime пылесосит не так хорошо и даже мусор в мешок не складирует, но занимает более высокое место в рейтинге, потому что вытряхнуть мусор требуется один раз за уборку или даже за 2 уборки, если у вас небольшая квартира. А полоскать салфетки придется перед каждой комнатой и еще один раз в конце. Prime избавляет вас от этой рутины и полощет салфетки сам. В приложении можно выставлять интервал полоскания от 5 до 15 метров, налить воду в бачок на станции и просто наслаждаться жизнью, пока робот моет полы. Резиновый валик не наматывает волосы, осматривать его достаточно раз в неделю. Сушить салфетки не нужно, станция обдувает их воздухом после уборки. Еще инженеры Dreamy предусмотрели функцию подъема мопов при заезде на ковры. Но все-таки L10 Prime пылесос прежде всего для гладкого пола и желательно без большой собаки. А вот Хобот Лиги D8 разработан специально для линяющего питомца большого калибра. Робот засасывает шерсть передним раструбом, счищает с ковра турбощеткой, выметает из углов, а затем прессует в пылесборнике, чтобы влезло побольше. По качеству влажной уборки Лиги D8 по-прежнему робот номер 1. Он брызгает воду на пол и тут же вытирает виброшваброй. При такой системе Хобот запросто отмывает отпечатки лап, грязь и кетчуп на кухне. В конце уборки стирает и сушит салфетку на станции. Кстати, ее можно взять через время после покупки робота. Главные минусы Лиги D8 – это недомытые участки вдоль стен, где не достает швабра, и навигация. В квартире со сложной планировкой у робота может начаться паника, а D-образный корпус мешает маневрировать под столом в гостиной. Лиги D8 станет вашим спасителем на гладком полу с парой маленьких ковров. С LDS навигацией можно взять даже робота All-in-One. К примеру, Leeds W2 Edge выгружает мусор, стирает салфетки теплой водой и сушит горячим воздухом. С таким пылесосом вы можете почувствовать себя человеком, но полностью расслабиться не выйдет, потому что лепестково-щетинистую щетку придется регулярно чистить от волос. Благо, делать это несложно. Оба торца снимаются, а под крышку станции положили кисточку с разрезателем. По качеству мытья Leeds уступает Хоботу. Со сложными загрязнениями не справляется, зато промывает вдоль стен выдвижной лапкой. Пока что это самая дешевая модель с такой функцией. Приятного ценника удалось достичь за счет простенького приложения с базовыми функциями. Не такого уж мощного мотора и сырого ПО с несвоевременной реакцией на ковры. Leeds W2 Edge порадует владельцев больших квартир с пушистыми кошками и тонкими коврами. На первом месте надежный и проверенный в лаборатории быстробот Dreamy L10 Ultra. Он тоже полощет салфетки, но в прохладной воде. Выдвижной лапки нет. Робот просто крутит кормой у стены, промывая проблемную зону. Проще конструкция, выше надежность. Вместо трубощетки валик, который не наматывает волосы. Достаточно проверять его раз в неделю. В приложении богатый арсенал настроек, и все они работают как надо. Робот своевременно поднимает салфетки и повышает мощность на ковре. Карту можно смотреть в 3D-проекции. Для полоскания можно настраивать расход воды. Качество выгрузки мусора почти безупречно. Результаты на ламинате и ковролине 96 и 95% соответственно. Dreamy L10 Ultra – рабочая лошадка для больших домов с гладким полом и послушным рыжим котиком. На распродаже можно взять за 45-50 тысяч. Ну чем не идеальный вариант? Подробности в телеграм-канале Быстробот. Спасибо, что досмотрели до конца и поддержали ролик лайком. А на сегодня у меня все. Пока-пока и до новых встреч!